Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на февраль для знака зодиака Рыбы. Давайте посмотрим, что вас ждет, представителей знака зодиака Рыбы, в феврале. У нас с вами будет расклад на Таро, затем будут советы от оракулов, маятник и расклад на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Рыбы, февраль. Какие февральские ветры будут дуть вокруг вас, внутри вас? Давайте посмотрим. Дом, семья, что у вас там будет происходить? Сфера чувств, эмоций, отношений. Работа, карьера, бизнес, профессиональная сфера. Февраль. Финансовые вопросы, деньги. Сфера поездок, образования, развлечений, хобби. Что у вас там будет происходить? Так, у вас раз, два короля и еще император. Угу. Совет, предупреждение от Таро. Очень много людей. Ой, старшака влюбленные. Так, будем уточнять сейчас. Так, в сфере работы король мечей, развлечения, поездки, король жезлов, обучение, образование. И в сфере отношений император. Угу. Ну, тут, может быть, карта показывает ваши, что вы будете проявлять качество вот этих королей, например, для мужчин. Или для вас будут важны эти люди. Сферы дома, семьи, паж пентаклей. Ну, здесь какие-то траты. Может быть, траты на детей, на образование детей, на ваше образование. Еще это подушка безопасности. Это может быть откладывать на что-то. Например, открыть счет в банке. Или, может быть, купить валюту. То есть вложиться во что-то, что растет в цене. Кто-то, может быть, сейчас или откладывает на недвижимость, или здесь для вас помощь. Паж пентаклей — это всегда или шанс, или помощь. Может быть, кто-то купит участок земли для строительства. Или, например, вы вложитесь на начальном этапе в какую-то недвижимость, там, в дом, может быть, квартира или ремонт еще может быть, да. Давайте посмотрим паж пентаклей. И шестерка. Точно вкладываться во что-то. Да, кто-то будет вкладываться в обучение детей, в будущее детей. Да, если дети получат хорошее образование, значит, они будут независимы. Еще вкладываться в недвижимость, ну и делать какие-то вложения. То ли вот я уже озвучила. Но и для кого-то из рыбок здесь помощь. Здесь могут одобрить ипотеку или, может быть, вам кто-то поможет. Вот в сфере чувств у нас ложится император. Может быть, это ваш отец. Или мужчина будет вкладываться, или решать финансовые вопросы. Но по шестерке пентаклей карта всегда говорит, все вложения, которые вы сделаете, они обязательно окупятся. Хорошо, сфера чувств. Ну, для тех, кто уже в отношениях, может быть, здесь предложение руки и сердца. То есть мужчина берет ответственность за семью. Да, уже готов к более серьезным отношениям. Для тех, кто в поиске, вы можете познакомиться с таким императором. А на мужчин здесь карта накладывает роль отца и мужа. Может быть, вот именно решение каких-то домашних дел или вопросы с детьми, там, воспитание детей или вот именно обучение. То есть как бы в отношениях здесь карта показывает мужчину-доминанта. Да, может быть, чересчур держит все под контролем. Если меня мужчина смотрит, карта говорит, да, вы главный в доме, но все-таки чуть-чуть ослабьте хватку. Давайте мы этого императора уточним. Может быть, для кого-то здесь помощь от отца. Ну, здесь маг, да. Мужчина здесь решит любой вопрос. Ну, а если у вас новые отношения, то противостоять такому императору, ну, это человек серьезный, ответственный, но он еще и по магу, обаяшка, заговорит, заболтает, будет рассказывать какие-то красивые вещи, показывать вам фокусы, и вы не устоите. Для мужчин, если у вас есть на примете какая-то дама,
то сейчас вам нужно брать эту ситуацию под свой контроль, и по магу вы можете влюбить в себя любую женщину. Тем более в совет у вас ложатся влюбленные. Но еще здесь может быть мужчина, вот как я говорила, решает какие-то вопросы. Может быть, для этого ему нужно там зайти в какой-то кабинет, с кем-то договориться, решить какой-то вопрос, и у него все получится. Может быть, здесь как раз, как я говорила, затеваются какие-то дела, связанные со строительством, ремонтом, или человек ищет, куда вложить деньги, может быть, вот, как я говорила, какую-то недвижимость. Работа, король мечей. Ну, если мужчина меня смотрит, карта может показывать вас, что в работе вы проявляете качество короля мечей. Это хорошо организованный бизнес. Может быть, вы прорабатываете какую-то стратегию, заключаете договора. Также здесь может быть столкновение с госструктурами, какие-то проверяющие, налоговые, там, пожарники. Но если вы ведете себя как император и маг, то, я говорю, вы здесь решите любой вопрос, договоритесь, разрулите любую ситуацию. Ну, может быть, еще эта карта показывает короля мечей, с которым вы будете общаться. Если вы на кого-то работаете, король мечей может еще показывать какого-то или соперника, или врага. Ну, например, на работе освобождается место, и вам нужно обойти вот этого человека. Вы обладаете эмоциями, а этот человек действует с холодным расчетом. Вот вам тогда нужно держать эмоции под контролем, если вы хотите его обойти. Как бы как вариант у вас есть шанс получить желаемое, но при помощи дипломатии. Ну, давайте мы тут уточним. Это короля мечей. Но здесь идут какие-то перемены. Здесь может быть смена работы, смена места работы. У кого-то из рыбок, если вы были в поиске работы и ждали какого-то разрешения, приглашения, вот император и маг, это ваши активные действия, император это другая сторона, может быть у кого-то здесь или какая-то командировка, или иммиграция с целью заработка. Тогда король мечей это власти, это виза, приглашение на работу, ну какие-то официальные дела. Здесь у вас идут подвижки. Ну, как бы соперничество я здесь не увидела. Скорее всего, здесь, может быть, это ваш начальник, который отправит вас в какую-то длительную поездку. Или, как я сказала, вы уезжаете сами куда-то. Хорошо, финансы у нас. Старший аркан Верховная Жрица. Это вообще карта не движения. Может быть, вот кто-то ждет какого-то отъезда. Это карта ожидания. Еще она может говорить о помощи здесь в деньгах, например, от мамы. Или есть у вас деньги, но вы их пока придерживаете. Ну, может быть, вот в начале февраля придерживаете. Может быть, ищете подходящий вариант, куда вложиться. И, скорее всего, вы это сделаете. Ну, давайте мы уточним Верховную Жрицу. Да, какие-то планы. У кого-то уехать, поэтому вы деньги не тратите. А у кого-то здесь... Вот, тройка это что? Это мы ищем, это мы расширяем свои горизонты, да, это мы расширяем свою недвижимость. То есть вы здесь будете что-то подбирать и вкладываться, ну, мне кажется, какой-то или участок земли. Может быть, вообще вы ищете где-то в другом городе, а может быть, в другой стране для кого-то. Поэтому пока по Верховной Жрице вы эти финансы придерживаете. Как бы ждете удачного момента, может быть, еще прислушиваетесь к своей интуиции. Ну, вы рыбы, вы очень интуитивны. Хорошо, поездки, развлечения, хобби. Ложится еще один король у нас. Ну, для женщин может быть поездка в отпуск, например. Хотя здесь у вас какие-то совсем другие вопросы. То ли вы кого-то будете учить, то ли вы у кого-то учиться будете, вот у такого короля жезлов. Так, сейчас я развлечения. Ну, для мужчин, может быть, это какие-то с другом. Да, тут какая-то поездка, да, поездка. А вот для тех, кто собирался ехать, может быть, едете вы не в одиночестве. Ну, женщины могут ехать вот с таким королем жезлов или к королю жезлов.
Вообще у нас рыцарь жезлов — это или перемещение, переезд, да, смена места жительства, или это поездка на заработки, или поездка за границу. Или здесь показывает человека, который живет где-то далеко. Так, сейчас еще. Так, королева пентаклей. Смотрите, если мужчина куда-то уезжает на заработки, то, скорее всего, он там хорошо заработает. Или все-таки здесь что-то связано с приобретением недвижимости. Может быть, это король жезлов — это какой-то строитель или специалист, который вам нужен будет проконсультироваться, например. У нас там было образование, да, может быть, получить какой-то дельный совет, консультацию по подбору, например, недвижимости. Ну, а если для женщин, может быть, это ваш супруг, возлюбленный. Ну, тут он будет много передвигаться, искать. Будет советоваться с вами. У кого-то, может быть, мужчина куда-то уезжает, и вам придется кубышечку открыть, чтобы дать ему с собой денег. Ну, вот как тут что-то такое здесь. Девятка кубков, еще здесь девятка пентаклей. Ага. Еще влюбленный у нас совет. Ну, здесь то ли поездки по поводу поиска недвижимости, девятка, да, или, может быть, здесь даже какие-то наследственные дела. Помощь, вот эта шестерка-то откуда? Может быть, ниоткуда, не отсюда наследство какое-то свалится. Но тут исполняется желание, вот связано, может быть, с недвижимостью для кого-то из рыбок. А в совет вам ложится влюбленные. Ну, для кого-то здесь будет стоять выбор. И карта советует вам слушать ваше сердце. Как правило, это что-то судьбоносное. И карта говорит, постарайтесь, чтобы на вас никто не давил, не влиял. Этот выбор вы должны делать сами. Ну, а кого-то ждет любовь. Кому-то, может быть, нужен партнер в работе. Еще влюбленные, конечно, это искушение. То есть, если что-то серьезное принимаете, постарайтесь не попадать под это искушение. Хорошо, давайте для вас получим советы рыбы. Совет от королевы Луны на февраль. Self-reflection – это самоотражение. Ну, опять же, как по влюбленным карта говорит, в первую очередь слушайте себя, свой внутренний голос, что говорит ваше сердце. Особенно это поможет вам при каком-то сложном выборе или при выборе новых путей в вашей жизни. Хорошо, и еще у нас совет от магических, от оракула «Магические врата», рыбы, февраль. Давайте получим для вас совет. Отправляйся навстречу приключениям, и я любуюсь чудесами света. Ну вот видите, какая-то поездка у вас все-таки состоится. Может быть, это и по работе, или с работой связано, или, может быть, с недвижимостью. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что нам ответит маятник для вас. Так, рыбы. Маятник, ответь, пожалуйста, рыбам на февраль, на их запрос, да или нет. Ответ «да». Ну, давайте для тех, кто ждет расклад Таро Акаши, давайте посмотрим для вас, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в феврале. Знак зодиака Рыбы. Это информация из хроника Акаши. Рыбы, февраль. С какой энергией вы входите в февраль из января? Что у вас будет происходить в феврале? Первая декада. Вторая декада. Третья
и энергии, с которой вы выходите из февраля в март. Энергии, с которой вы входите в февраль из января, здесь ложится пятерка роз, карта называется The Garden. The Garden — это сад, и мы видим, что дети играют в саду. Карта говорит, если дети еще не являются частью вашей жизни, то она говорит о их скором появлении. Но также она может указывать, что ваш ребенок или дети, даже если они уже взрослые, могут сейчас от вас потребовать больше внимания. У них могут возникнуть какие-то собственные проблемы, заботы, но возможности для улучшения этого скоро появятся, потому что все-таки карта у нас прямая. Еще карта может показывать, что здесь появится какой-то хороший шанс или польза для одного из ваших детей, который в последнее время прикладывал особые усилия. То есть для ваших детей наступает очень выгодное время. Первая декада февраля, здесь у вас ложится семерка ключей. Карта называется «Восхождение, подъем». Но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, человек, как альпинист, поднимался на какую-то гору. То есть вот эта вот карта свидетельствует о трудном пути его восхождения. Но когда карта переворачивается, она может указывать на потерю должности, на, может быть, ваш внезапный уход с работы или на падение вашей репутации, а также ваших карьерных ожиданий. Еще карта может говорить об усилиях, которые не окупаются. Возможно, вы очень усердно трудитесь, чтобы достичь высокого положения, но тем не менее это все от вас ускользает. То есть конкретные результаты, которые вы сейчас ищете, возможно, прямо сейчас вам трудно реализовать, и ваши усилия не будут признаны другими. Карта говорит, возможно, это просто проходной этап. Но если вы предпринимаете длительные усилия без какой-либо отдачи, то для вас сейчас наступает время подумать о новых подходах или о другом месте для реализации ваших планов. Третья карта у нас — это тройка ключей. Карта называется The Chess Game. Это шахматная партия, шахматная игра, и она у вас прямая. Мы видим, что стоит противостояние белых и черных фигур. Есть зона отчуждения, и какие-то фигуры уже лежат повешенные на доске. Эта прямая карта, как правило, показывает, люди, представленные вот этими шахматными фигурами, обычно не те, кого мы встречаем для приятного времяпрепровождения. Вообще, это карта политического или социального конфликта. Вы здесь можете быть в ожидании очень трудных взаимодействий, такие как совет директоров, корпоративные иерархии, сбои в управлении или, может быть, конфликтные ситуации в семье. И хотя вот эти стороны кажутся четко разделенными, но многие из вовлеченных в этот конфликт людей отстаивают только свои интересы. И во всем этом присутствует лживость и обман. И, скорее всего, вы абсолютно не уверены в мотивах и стратегиях каждого человека. Вот для вас сейчас пришло время эмоционально или даже фактически отступить. Потому что чем больше вы вовлечены и чем сильнее вы удерживаете свою позицию, тем более напряженной может стать эта ситуация. Самое главное, сохраните внутренний мир и спокойствие, не участвуйте ни в каких баталиях, но и не позволяйте кому-либо вас обмануть. Смотрите на все хладнокровно и бесстрастно. Потому что люди вокруг вас, скорее всего, обслуживают свои интересы. Если по какой-то причине вы пока не можете отстраниться от этой ситуации, может быть, из-за каких-то обстоятельств, позвольте себе быть просто наблюдателем, все понимающим и знающим. Конечно, это может происходить и там, где вы живете. Например, в вашей стране. Третья декада, здесь у вас ложится третий старший аркан, это Архангел Гавриил. Архангел Гавриил или Габриэл — это божественный посланник, это ангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, кадуцей, а Меркурий у нас — это бог общения.
Этот любящий ангел несет святые слова истины в мир и легко принесет их вам. И когда эта карта ложится в прямом положении, она указывает на вашу глубокую связь с этим архангелом. То есть ваша сила самовыражения сейчас будет расти. Вам намного легче будет общаться с другими людьми, выражать свои чувства. Или, может быть, работать над проектами, которые связаны с коммуникациями, такими как издательство, консультирование, обучение, преподавание. Может быть, журналистика, маркетинг, телевидение или радио, а для кого-то может быть и блогерство. Вот сейчас очень хорошее время у вас для начинаний в этих областях. Вот Габриэл сейчас будет находиться с вами, призовите его, он вдохновит вас, ну и сами позвольте громко заявить о себе. И энергия, с которой вы выходите с февраля-марта, здесь у вас ложится шестерка свитков, карта называется The Sands of Time, это пески времени. Да, она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, у человека очень много свитков. Это его замыслы, проекты, планы. Он уже засучил рукава, и перед ним стоят песочные часы. Песок очень быстро сыплется, он практически уже заканчивает. И солнце садится за горизонт. То есть у человека очень мало времени. Но когда карта переворачивается, она показывает, что часы еще наполнены, солнце только-только встает. Она говорит, в каких-то вопросах у вас будет больше времени, чем вам кажется, и вам не нужно будет спешить. Ближайшие задачи, которые будут стоять перед вами, могут потребовать большего изучения, исследования, обдумывания, ну и, естественно, выполнения. То есть занять все время, которое вам необходимо. Может быть, даже вам предоставится возможность обратиться к другим людям за помощью или дальше исследовать то, что вы хотите воплотить. То есть карта говорит, у вас полно времени и не стоит спешить. Такой у нас получился прогноз для рыб. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.